Ислам стремительно развивается, и число его последователей растет. Что есть ислам? Трясина, которая затянет человечество на глубины Средневековья? Или религия, которая несет в себе нечто позитивное и прогрессивное? Рассмотрим это на примере такого явления, как исламская экономика. Что это такое и имеет ли это шансы на выживание в современном технологичном мире? Ислам, согласно разъяснениям богословов, это не только религия, но полноценная система жизни, одной из частей которой является исламская финансовая система. Ключевыми особенностями исламской финансовой системы от традиционной финансовой системы является первое – это ее регламентированность исламским правом. То есть у нее есть четкие границы, за которые она не может пройти. Исламская экономика – это частная, так скажем, или одна из частей ислама в целом. Исламская экономика основывается на том же, что и ислам, то есть на Коране, то есть на словах Всевышнего Аллаха, а также на высказываниях пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Как утверждают специалисты, исламская финансовая система ограничена нормами морали, то есть это нравственная экономическая система. В чем же заключается ее нравственность? Помимо запретов на финансирование греховных видов бизнеса, таких как торговля спиртным или открытие ночных клубов, ислам называет аморальной такой вид сделки, как выдачу денег под проценты. Процентные отношения можно назвать фундаментальным отличием исламской финансовой системы от традиционной. Кредитор не несет никаких рисков. Он давая деньги под процент, он обуславливает сумму долга, он обуславливает ту прибыль, которую он получит в виде процентов, и он берет еще залог какое-то имущество, либо поручителей, из которых он так или иначе возьмет эти деньги. То есть риска для кредитора его практически нет, он нулевой. То в исламской финансовой системе такой принцип неприемлем. Риск, он делится между сторонами, и он пропорционально распределяется. И кредиторы и взаимодавец становятся партнерами. В каких случаях прибыль является разрешенной для человека? В 3 случаях: если он выполняет определенную работу, если он несет за ответственность какую-то, да, или он взял на себя обязательства, определенные гарантии, так скажем, да. Так вот, если человек не несет ответственности, он не выполняет работу, ни обязательств никаких нет, в этом случае и прибыль для него не будет разрешенной. И вот, например, есть какое-то общество, акционерное общество. В акционерных обществах есть акции. Акции это означает, что человек является совладельцем компании и он имеет право на управление компанией. Да? У нас, например, в современном мире есть такое понятие, как привилегированные акции. Когда человек совладелец компании, да, но вне зависимости от успехов компании, есть в компании прибыль или убытки, он все время получает прибыль. Да? С точки зрения ислама это запрещено, потому что человек гарантированно получает прибыль, не неся ответственности. Получается так, таким образом. Процентная система ведет к зависимости населения от банков и зачастую к его обнищанию. Это, в свою очередь, порождает нестабильность в обществе и сможет спровоцировать волнения. Изначально данная, скажем, схема несправедлива, она ведет к нестабильности общества, естественно, ведет. Поэтому происходят такие вещи. Если, скажем, отслеживать историю древних стран, то и в Древней Греции, да, и в Риме обязательно случались такие, скажем, массовые восстания, когда против ростовщиков выходил народ, и правителям приходилось аннулировать все проценты, прощать все эти займы для того, чтобы немножко стабилизировать ситуацию. Нет, в исламе изначально такого не могло быть, потому что ростовщические займы запрещены. Вместо выдачи денег под проценты, классические исламские банки заключают с клиентом соглашение о сотрудничестве и становятся партнерами по тем или иным видам сделок. Например, банк финансирует компанию на развитие ее бизнеса и получает оговоренную часть полученной ею прибыли в течение определенного срока. При этом, естественно, в исламском банке формируется мощный аналитический аппарат, способный оценить степень рентабельности и рискованности того или иного проекта. Есть понятие такое, как доверительное управление.
Я даю деньги человеку, который управляет этими деньгами. При этом он мне не должен гарантированно определенную сумму, да, как в суде, да, как в проценте, в ростовщических договорах. А он мне должен часть прибыли, которая будет получена. И насколько он удачливый управляющий, настолько я получу прибыль. То есть это новый подход. Это новый подход вообще к построению бизнеса. То есть это не чей-то бизнес, это наш бизнес. Я дал деньги не для того, чтобы он развивал свой проект, это наш проект. То есть и этот подход привлекателен чем? Потому что если ты не веришь в этот проект, ты не дашь деньги. Это первое. Второе, то, что мы несем определенные риски. Каждая из сторон несет определенные риски. И в случае, если этот проект рисковый, то, соответственно, никто не будет в него вкладываться и будут стараться его как бы минимизировать, этот риск. И третий аспект, то, что каждая из сторон вносит свой вклад. То есть, когда мы говорим о том, что риск ложится на одну сторону, все равно чувствуется та несправедливость. Даже если она не проговаривается, что в конечном итоге рискует взаимодавец. А в исламской финансовой системе риск ложится на обе стороны. И прибыль тоже ложится на обе стороны. Такая совместная ответственность ведет, по мнению экспертов, к более эффективному построению отношений, когда каждая из сторон стремится добиться успеха для другой. Концептуальное отличие дачи денег под проценты – это в том, что кредитор, давая деньги, заинтересован в том, чтобы взаимодавец не смог выплатить, потому что это повлечет за собой рост выручки для кредитора. Банк понимает, что если все будет по договору, то он туда работает, условно, 10 рублей. А если клиент, не дай бог, попадет в трудную ситуацию, заболеет или что-то с ним станет, то это выразится в дополнительном доходе у банка в виде штрафов, пени. То есть фактически, если под текстом можно сказать, что банк заинтересован в том, чтобы у клиента все было плохо. Почему? Потому что это ведет к получению дополнительного дохода. Если говорить об исламском банке, само собой, у нас нет такого инструмента, как штрафы и пени, у нас нет такой возможности зарабатывать, и мы, даже на примере нашей компании, искренне заинтересованы, чтобы каждый наш клиент был в добром здравии, успешно вел свой бизнес. Запрет на судный процент некоторыми критиками называется фактором стагнации и отсталости исламской финансовой системы. С другой стороны, они отмечают, что это позволило исламской финансовой системе сосредоточиться на реальном секторе экономики. Такая привязка привела к стабильности и устойчивости в отношении кризисов. Для того, чтобы наглядно продемонстрировать причины финансового кризиса 2008 года, я вам приведу цифры. Насколько они достоверны, не суть, но важно, чтобы вы поняли принцип. Реальный сектор экономики сегодня, мировой реальный сектор экономики, это 6 триллионов долларов, примерно на вскидку. То в традиционных финансах это 60 триллионов долларов. Это в 10 раз больше, чем реально есть активов в мире. Когда человек получает в банке кредит, например, $100, который изначально уже не связан с реальными активами и на который уже начислены проценты, этот долг банк перепродает другой финансовой организации, к примеру, за $95. Та, в свою очередь, продает виртуальный долг за $90 и так далее, пока на реальных $100 не вырастет опухоль в десятки раз превышающая изначальную сумму. И теперь, как только вы не возвращаете долг, идет цепочка, начинает вся цепочка рушиться. То есть вы не вернули долг своевременно, это повлекло за собой, что банк или поручитель, или залог пришлось подключить к тому, чтобы восполнить. И эта цепочка начинает рушиться. Вначале один, потом второй, третий, и вот как пирамида, подобно пирамиде рушится вся система. Такого рода кризис произошел в 2008 году, так называемый кризис ипотечного кредитования, когда были в массовом порядке выданы ипотечные кредиты, а потом обязательства по ним были многократно перепроданы. И это говорит о том, что традиционная система, она оторвана от реального сектора. И это показало. А исламские финансы нет. Мы знаем, что в исламской финансовой системе запрещено продавать долг. И это приводит к тому, что банк остается, цепочка не растет. Остался банк как кредитор и остался заемщик, который занял эти средства. И эта проблема, она не идет дальше, она и не растет. То есть вы уже сами друг с другом решаете те вопросы в случае, если, например, форс-мажора или невозможности выплаты, вы их решаете сами, и они не масштабируются на всю экономику в целом. И этот принцип позволяет исламской финансовой системе
не масштабировать те проблемы, которые могли бы быть, если бы этот долг перепродавался бы, как он перепродается в традиционной финансовой системе. Это один из принципов, благодаря которому исламская финансовая система смогла успешно пережить кризис, потому что она не была оторвана от реального сектора экономики. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Исламская финансовая система возникла в Аравии в VII веке одновременно с зарождением самого ислама. Изначально ориентирами для экономики являлись высказывания пророка Мухаммада, мир ему по конкретным случаям, которые затем трансформировались в правила и принципы экономической деятельности. Когда к посланнику Аллаха, пришел один человек и сказал, он купил товар, через некоторое время он пользовался этим товаром, он обнаружил в этом товаре недостаток. Вернулся к продавцу и сказал, в твоем товаре есть недостаток, я хочу его вернуть. Он в том же состоянии, ничего с ним не произошло, все так же. Тот человек сказал, я не хочу возвращать, ты все это время пользовался, ты получал выгоду от этого товара. Да, то есть получается то, что ты пользовался, это бесплатно, дай мне часть денег за это, да, или я отказываюсь принимать. И таким образом они пришли к пророку, на что пророк дал правило и сказал, да, аль-хараджу бид-даман, он сказал, польза, извлекаемая из какого-то объекта, она относится, или она является следствием ответственности за этот объект. Кто за этот объект отвечает на данный момент? Если я купил как что-либо, и это в моей ответственности, то есть если это сгорит, если пропадет, если сломается, это мое, все уже сломалось, да, то значит пользу извлекаю я и получаю я. Поэтому человек, который купил и пользовался все это время этим товаром, этой вещью, да, скажем, или товаром, он имел право на пользу, которую он извлекал, потому что это в его собственности было. Одним из первых мусульманских мыслителей, посвятивших свои сочинения вопросам экономики, был ученик имама Абу Ханифы Абу Юсуф, который по просьбе правителя того времени написал труд о налогообложении «Китаб аль-Харадж». Так вот, в своей книге «Аль-Харадж» он очень много упоминает, и действительно, и о сборах, о налогах, о том, что налоги несправедливые, но налоги, они лишь усугубляют экономическое положение и не дают развитию экономическому. Это он упоминает, он говорит, в своей книге он же говорит, что правитель должен заботиться об создании инфраструктуры для жителей, для того, чтобы они могли свободно развивать торговлю, земледелие, производство, естественно, в тех масштабах, которые были. Ибн Таймия до определенной степени изучил взаимосвязь между спросом и предложением. Он пишет, если желание приобрести товар увеличивается, а его доступность уменьшается, то его цена растет. С другой стороны, если доступность товара увеличивается, а желание им владеть уменьшается, то цена снижается. Ибн Таймия также провел всесторонний анализ рыночных механизмов с необычным для того времени теоретическим углублением в сущность предмета. Его рассуждения о преимуществах и недостатках рыночного регулирования и дерегулирования созвучны тезисам сегодняшнего дня. Также большой вклад в экономическую теорию внес такой ученый, как имам Газали. Его перу принадлежит большое количество тезисов в области экономической теории. Очень много он говорил, скажем, о таких понятиях, которые на сегодняшний день нам преподносятся как понятия, ставшие известными, скажем, в 19-20 веках. Да, говорят, например, о теории денег. Да, говорят, что там первый, кто изложил, это был Адам Смит. Фридман вообще в 50-х годах 20 века изложил. Так многие вещи о деньгах нам преподносят, что о них более детально начали говорить в 18-19 веках. Да, там, вплоть 20, естественно, уже ясно. Так вот, имам Газали в 11 веке уже говорил о функции денег. И он говорил, что деньги – это платежное средство, средство обмена, средство накопления. То есть он уже в своих трудах он это излагает. И это ясно прослеживается и открыто видно. В 1964 году в издании Comparative Studies in Society and History была напечатана статья американского экономиста Джозефа Спенглера «Исламская экономическая модель Ибн Хальдун», которая сыграла большую роль в привлечении внимания Запада к заслугам средневековых мусульманских ученых. Ибн Хальдун – историк и историограф тунисского происхождения, которого часто называют одним из пионеров современной историографии, социологии и экономики. Ибн Хальдун, вероятно, самый известный исламский ученый,
писавший на экономические темы. Его недаром считают отцом современной экономики. Политэкономическая теория Ибн Хальдуна изложена в введении к его истории мира. Книга называется «Мукаддима», вступление к истории, которую он написал. Так вот, эта книга на сегодняшний день, очень часто эта книга преподносится как книга по социологии тоже, да, потому что он описывал там поведение людей. Но опять же, эта книга и по исламской экономике тоже, потому что о таких понятиях, как спрос и предложение, и зависимость стоимости на рынке от спроса и предложения, он упоминал там. Ибн Хальдун впервые описал взаимосвязь между налоговыми поступлениями и динамикой налоговых ставок, которую в наши дни принято отображать с помощью кривой Лаффера. Мусульманский ученый заключил, что если повышение налоговых ставок в первое время приводит к увеличению налоговых поступлений, то со временем оно ведет к их уменьшению. Это происходит потому, что слишком высокие налоги лишают стимула производителей. По словам Ибн Хальдуна, в начале всякой династии налоги низки, но приносят большой доход в казну. Нация начинает богатеть, и нравы правителей становятся все более взыскательными, их нужды растут. Поэтому они облагают подданных новыми налогами, а старые повышают. По мере того, как растут налоги, рынки приходят в упадок, что сказывается на государстве. Происходит это потому, что налоги приносят подданным стеснение и тягость исчезновения доходов. И это убивает их надежды, связанные с торговлей. Следовательно, производство падает, а с ним и налоговые поступления. Современная исламская финансовая система сформировалась за последние 30 лет и прошла этапы становления и стремительного роста. На сегодняшний день темпы роста исламской финансовой системы составляют 15-20% в год. Причем эти темпы она показывала и в период мирового экономического кризиса. Все это побуждает западные страны изучать исламские финансы и даже предпринимать попытки оказаться в их авангарде. Сегодня, на сегодняшний день, есть такая тенденция в научной сфере, что в Соединенных Штатах Америки по теме исламских финансов пишется ежегодно и защищается примерно 35-40 тысяч работ на английском языке. А в странах Персидского залива, это страны, которые являются ключевыми в исламской финансовой системе, это Бахрейн, Катар, Объединенные Арабские Эмираты. В целом в этих всех странах научные работы по исламским финансам – это порядка 8-10 тысяч в год всего. То есть мы становимся свидетелями того, что сегодня страны Запада активно хотят найти ту альтернативу, которая смогла бы заменить существующую финансовую систему, потому что на сегодняшний день она себя исчерпала. Лондон на сегодняшний день претендует на европейский центр исламского банкинга. И эти люди, у которых там проживает 5-7% мусульман, понятно, что, скажем так, властимущие мужи этой страны не столько заинтересованы в развитии исламского банкинга для удовлетворения нужд мусульман, сколько они понимают потребность или целесообразность развития этого направления. Фактически, да, что из себя представляет исламский банкинг или исламский форма финансирования? Это некая альтернативная форма взаимодействия между различными субъектами экономики. Это не значит, что клиентами исламского банка должны быть только мусульмане. Как раз таки наоборот. Этими клиентами могут быть представители всех конфессий. Эффективная деятельность исламских банков по сравнению с традиционными отражается не только в финансовых показателях, но и подтверждается исследованием МВФ 2008 года, который рассмотрел финансовое состояние 77 исламских и 397 традиционных банков с примерно одинаковым уровнем капитализации в различных странах за 12 лет. Исследование показало, что исламские банки на треть эффективнее традиционных банков с капиталом менее $1 миллиарда и на 25% эффективнее банков, капитализация которых превышает $1 миллиард. МВФ считает, что успешная деятельность заключается в индивидуальном подходе к клиентам и в более качественной оценке рисков. Мы сегодня стали очевидцами того, что кризис 2008 года показал, что та система, традиционная финансовая система, построенная на даче деньги под проценты, что она исчерпала себя. Сегодня ставка рефинансирования центральных банков Европы, Соединенных Штатов Америки и Японии, она близка к нулю. Сегодня, например, страны
Европейского Союза дают там под 0,5%. То есть это практически ноль. В том числе и Япония, она вообще выдавала, Центральный банк Японии выдавал банкам под 0,25 ежегодно. То есть, и мы понимаем, что сами страны Европы и мира, они отходят от этой системы, понимая, что она не работает, что дача денег под проценты – это на самом деле не решение проблемы, это усугубление проблемы. Во время своей речи на ежегодном Гайдаровском форуме в середине января 2014 года глава правительства Дмитрий Медведев призвал к развитию секторов, которые заменили бы место импорта в экономике. На том же форуме прошла сессия, посвященная исламским финансам и перспективам их развития в России, что еще раз подтвердило возрастающий интерес рынка к данной области финансов. Впервые в российской истории экспертная комиссия Национального рейтингового агентства вручила дипломы за вклад в развитие исламских финансов в стране. Премии получили Мурат Алискеров за создание эффективной исламской финансовой компании, Рашид Низамеев, генеральный директор фондового дома «Амаль», за эффективное управление компанией, и Булат Мулюков за распространение информации в сфере исламских финансов. Вот если мы пойдем правильным путем, то есть именно путем, где прибыль нельзя получить, не неся риски и не производя работу, если мы пойдем путем, где все-таки моральная сторона, она постоянно связана, а не просто правила определенные используются, то в этом случае я думаю, что такая экономика, она получит развитие, потому что выгода ее сразу видна, даже невооруженному взгляду она видна. Во многих странах, скажем, таких странах, как Малайзия, клиенты исламских банков, до 25% клиентов исламских банков являются не мусульмане. Не потому что там меньше, а потому что они видят, что с исламским банком иметь дело лучше. В Государственной Думе готовят поправки в законодательство, устраняющие препятствия для внедрения в России исламского банкинга. Соответствующие изменения главным образом в Закон о банках и банковской деятельности разрабатывает заместитель председателя Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Дмитрий Савельев. Заместитель председателя Центрального банка Александр Торшин заявил, что регулятор оптимистично смотрит на эту идею. Приход в Россию исламских банков может пойти на пользу нашей банковской системе, поскольку следование банка религиозным принципам естественно повышает доверие к нему со стороны верующих, сказал Торшин. В настоящее время в мире исламская банковская система – наиболее развивающаяся отрасль экономики не только в исламских странах, но и в светских государствах в различных частях света. Развитие исламского финансирования в России позволит диверсифицировать экономику, снизить риски и повысить устойчивость финансовой системы страны. Учитывая исторически сложившуюся ситуацию развития ислама в России, где 20% населения являются этническими мусульманами, а также опыт и показатели роста популярности исламского банкинга в странах Европы, в том числе среди немусульман, можно с достаточной долей уверенности спрогнозировать высокий спрос на продукты исламского финансирования. Мы привыкаем к халяльному мясу, может, также привычным для нас станут и халяльные финансы.